Добрый день, дорогие друзья! Как я и обещал, сегодняшнее видео будет посвящено функционалу рации Retevis RA89. Пройдемся по меню, по каждому пункту меню пройдемся. Простым языком я попробую рассказать о функционале, о каждом пункте, чтобы это было более доступно обычным простым пользователям. Итак, начиная с первого пункта меню. Для начала хочу акцентировать внимание на том, что в большинстве случаев манипуляции с рацией, в данной рации, желательно выполнять, когда установлено не канальный режим, а режим VFO. Для этого нам нужно нажать кнопку решетка радио. У нас высвечивается напротив частоты аббревиатура из 3 букв VFO. Это означает Variable Frequency Oscillates. Перейдем на вторую, тоже выберем VFO. И в принципе можно дальше идти по пунктам меню. Так будет проще с функциональной точки зрения. F1. Первый пункт меню — сканирование. Выбираем F и идет сканирование. Сканирование начинается всегда в автоматическом режиме в большую сторону. Если вам нужно перейти в меньшую сторону, просто нажимаете стрелочка вниз, и оно начинает сканировать в обратную сторону. Точно так же и в обратно нажимаете вверх, останавливается и сканирует в большую сторону. Нажатием кнопки AB красной останавливается сканирование. Второе меню. Нажимаем двоечку. Вот. У нас высвечивается TXL. TXL быстро сбрасывается, буду периодически включать. Выбор нажму. Есть два подпункта. Last Channel и Main Channel. То есть последний канал и главный канал. Что нам это дает? К примеру, допустим, мы выбираем второе меню. У нас сейчас Last Channel стоит. К примеру, выбираем здесь 435 230. А здесь, к примеру, выберем там 438 050. Так. К примеру, у вас рабочая частота 435 230. Но вам передают на второй частоте. Если у вас стоит Last Channel, то обратно вы не сможете передавать на принятой частоте. То есть вы передаете на вашей рабочей частоте. Но если в пункте меню во втором поменять Last на Main, то после приема на вторую частоту она у вас остается главной, и вы можете при нажатии на кнопку, она, видите, автоматически у вас становится главной, и вы ей пользуетесь при вызове. Это то, что касается второго пункта меню. Так, еще раз. F2 Main Channel становится главной частотой, та, которая у вас принялась, даже если она у вас была второстепенной. F меняем на Last. Теперь, даже если у вас идет вызов на вторую частоту,
то при нажатии вашей клавиши PTT у вас рабочая частота остается та, что и была. Третий пункт меню. Vox Level. Vox Level — это функция, которая выбирает чувствительность активации голосом рации. Чем меньше значение, тем выше чувствительность. Их всего пунктов 7. Ну, редко я сталкивался с тем, что кто-то пользовался именно функцией Vox. Потому что, особенно если включить самый низкий порог срабатывания, может рация срабатывать от любого громкого звука и будет постоянные сработки. Но, тем не менее, данная функция присутствует. По умолчанию стоит средний уровень, но я автоматически поставил ее на большой, на самый большой 7 уровень. Следующий пункт меню 4. F4. Это переключение мощности радиостанции. Низкая, средняя, высокая. В данной радиостанции на 70-сантиметровом диапазоне 4. Низкий уровень примерно 1 с лишним ватта. Средний уровень где-то примерно около 5 ватт. И самый высокий уровень примерно до 11 ватт. Это на частоте 434 МГц. Следующий пункт меню 5. F5. Данный пункт меню это выбирается от 0 до 9. Squell сокращенно от слова squelch. Это шумоподавление. В зависимости от вашего места, где вы находитесь, где есть больше, меньше источников помех, вы устанавливаете нужное вам значение. Ну, в моем случае я всегда ставлю 2. Если вдруг будет необходимость, можно поставить большее значение. Для того, чтобы лишний раз рация не открывалась на какие-то помехи. Ну, 2 мне достаточно. Следующий пункт меню 6. Шестерка. D-Wait. Dual Wide. Этот пункт имеет 2 подпункта On и Off. Если нажать On, это слежение сразу за 2 каналами. То есть то, что нам дает возможность сразу отслеживать 2 канала и принимать. Если у вас даже стоит рабочий канал, допустим, А, то вы в принципе можете вот на Б тоже принимать. Если отключить, вы не будете принимать на 2 канал, только на главный. Седьмой пункт меню F7. LED. Здесь в данном пункте можно выбирать время подсветки дисплея. Можно постоянно включен, можно выключен, и время выбирать. 5, 10, 15, 20, 25, 30 секунд. Ну, 15 мне стоит, 10-15 секунд самоприемлемо. Окей. Дальше следующее меню у нас F8.
F8 Light. Это яркость подсветки дисплея. Сейчас, секундочку, постоянно сбрасывает значение от единицы до семерки. Но в основном я пользуюсь четверкой. Если поставить тройку, то дисплей практически почти не видно подсветки. Если поставить больше, там, шестерку, к примеру, то будет сильно ярко, ну, в камеру, засвечивает в камеру. Поэтому, скажем так, четверка самая оптимальная. И все видно, и не так засвечивает, и не слепит. Девятое меню. Девятое меню BIP. Тут тоже два варианта. Либо on, либо off. То есть по умолчанию стоит on, но я его отключаю, чтобы лишний раз он не пикало клавиши. Десятое меню. DT Channel. Если честно, я таки не понял, для чего вообще оно предназначено. Я пытался читать своими словами, я так понимаю, что рация выбирается здесь каналы, здесь от 1 до 16 каналов выбирается. Вот. Сейчас 10 F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот. На самом деле выбираются каналы. Через компьютер и программу там задаются какие-то коды. Эти коды могут либо оглушать, так называемое оглушение, либо удаление каналов другой программированной рации. Я так, честно говоря, и не до конца и не понял данную функцию. И если кто-то более доходчиво может пояснить, я буду благодарен. Пожалуйста, в комментариях поясните. Ну, я таки не понимаю, для чего она существенно нужна. 11 пункт меню. TOT. TOT Time Out Timer. Ограничение по времени выхода передачи, для того, чтобы лишний раз не напрягать сам передатчик, чтобы он не сгорел, чтобы случайно где-то не нажалась кнопка PTT и у вас не села батарея и опять-таки не сгорел передатчик. Ну, в общем, ограничение выхода передачи. Он указан в секундах. Off 30 секунд и до 270 секунд. Ну, у меня стоит по умолчанию вот минута. Этого достаточно. По-моему, больше минуты никто по рации редко, когда кто-то что-то рассказывает. Можно отключиться и опять включиться и что-то передать. 12 пункт меню. F12. BCLO. Аббревиатура опять-таки. Busy Channel Lockout. Тут немножко как бы понятнее. Это блокировка занятого канала. Функция здесь либо отключена, либо есть SAP, либо есть KAIA, либо OFF. Насколько я понимаю, данная функция ограничивает выход, если данная частота занята, то она, в зависимости от занятости частоты, она ограничивает выход по этому каналу. 13 пункт меню. Vox SV. Это активация передачи голосом. Либо включен, либо выключен. Это в принципе включается та функция. Пункт 3 меню устанавливает чувствительность данной функции. Но опять-таки по умолчанию она у меня выключена. 14 пункт меню. Roger.
Роджер в данном случае у нас либо on, либо off. Если у нас выбираем on, сигнал окончания передачи, то есть в какой-то степени удобно, чтобы не говорить там прием, конец связи или еще что-то. То есть вот такая вот такое звуковое сопровождение после окончания, то есть после того, как отпустить кнопку PTT, кнопку передачи. У меня она отключена. Следующий пункт меню. Так, это у нас был 14-й. 15-го пункта меню здесь нету. То есть вот 14-й идет. После него идет 16-й пункт меню. RX Save. Это тоже сокращение. Resave Saver. Экономия заряда батареи. То есть выбрав 16-й пункт меню, мы можем выбирать либо выключен, либо 1 к 1, либо 1 к 2, либо 1 к 4. То есть, как я понимаю, один период рация работает, и один какой-то период рация отключается. В зависимости от выбранного режима, экономия батареи. Ну и плюс, при экономии батареи можно что-то недослышать, либо при включении, либо при отключении передачи. Вот, поэтому тут, если, допустим, длительное ожидание, то, может быть, и стоит поставить на экономный режим. В других случаях лучше поставить, скажем так, средний вариант. В моем случае я ставлю 1 к 2. Так, 17-й пункт меню. Сканирование. Сканирование. Здесь в данном случае есть 3 варианта. Есть режим TO, есть режим CO и режим SE. Что это означает? Если выбрать режим TO, то при сканировании, если находится рабочая частота, останавливается и через какое-то время запускается дальше сканирование. При режиме CO, если сканирование частоты находит действующую частоту, то сканер останавливается до тех пор, пока частота активна. Действие на этой частоте. И SE, если находит активность на частоте на какой-то, то останавливается, и пока вы не вмешаетесь, не запустите дальше сканирование, сканирование будет остановлено. Следующий, 18-й пункт меню. Auto Lock Keyboard. То есть автоматическая блокировка клавиатуры. Либо выключена, либо включена. Это, в принципе, можно сделать, нажав и подержав клавишу звездочка Lock. Нажимаем, держим, загорается вот такой вот замочек. Точно так же нажали, подержали, замочек отключился. Если активировать данную функцию, это у нас 18-й пункт меню. Если мы ее активируем, то клавиатура после 10 секунд бездействия заблокируется, если нет никаких действий. Вот она заблокировалась. Ничего теперь, видите, не происходит. Чтобы разблокировать, нажимаем. Подержали, разблокировали. Ну а теперь в меню можно убрать эту функцию. Дальше. 19-й пункт меню. F19. Voice Off. Голосовая подсказка.
То есть для того, чтобы женский голос не надоедал вам, постоянно рассказывая на английском языке ваши действия, можно это все отключить. Если включить, то нам будет постоянно подсказывать. Следующий 20-й пункт меню. OpenSet. OpenSet. Здесь выбирается отображение при включении рации в DC. Это будет показан уровень заряда аккумулятора. Chair и Mac. То есть либо общая информация, либо вы можете через компьютер, через программу задать какую-то свою там заставку, точнее надпись. Вот, и это будет высвечиваться при включении. В моем случае при включении стоит DC, то есть показан уровень заряда батареи, когда рацию включаю. Следующий пункт меню 21. Он в основном показывает только заряд батареи, остаточный заряд батареи. Больше ничего он существенно здесь не показывает. Следующий пункт меню 22. 22 пункт меню. Здесь идет offset. Это для тех, кто работает с репитером. Сдвиг репитера в режиме VFO. Опять-таки, честно, я с этим не очень сталкивался и не могу ничего сказать. И рассказать про этот пункт я не могу, к сожалению. Так, это касаемо 22 пункта. 23 пункт. 23 пункт. Здесь стоит общий сети CSS Continuous Tone Code Squelch System. Если мы 23 пункт меню 23. Если, к примеру, допустим, мы на нем выбираем какую-то вот субтон, либо кто-то говорит поднесущая, субтон, к примеру, допустим, там 74,4 выбираем, то на следующих меню пунктах на приеме и на передаче уже будут установлены эти частоты субтона. Если вернуться обратно в 23 пункт меню и, к примеру, отключить их, кстати, чтобы отключить их, если вы будете так просто листать, вы не отключите. Для этого есть клавиша звездочка лог, off, подтверждение и выход. Все, теперь у нас все включены. Потому что если нужно на приеме на передачу, можно сразу здесь в 23 пункте внести частоту субтона. Если вам нужно только на прием, то выбираете 24 пункт меню и устанавливаете субтон. Либо, если только на передачу, то точно так же здесь устанавливается субтон. Вот. Субтон аналоговый, либо цифровой. Для этого, опять-таки, нужно нажать «Зайти» в тот раздел, где вам нужно установить субтон, F, и нажать клавишу «Log». Выбор вот цифровые субтоны. Либо off отключить. Это что касаемо 23, 24 и 25 меню. 26. 26 это направление сдвига репитера. Либо off, либо в минус, либо в плюс. 27 пункт меню. Шаг частоты. Шаг частоты здесь
выбирается 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 и 100 кГц. Двадцать восьмой пункт меню. Так, 28 пункт меню, ширина канала. Мы можем выбрать либо широкий, либо узкий, либо средний. Ну, по умолчанию лучше выбирать широкий. Если вы часто пользуетесь в ПМР частотах, то тогда лучше узкий выбрать. Дальше следующий пункт меню 29. F29. Здесь мы выбираем сканирование субтонов. Двадцать девятый пункт выбирает сканирование аналоговых субтонов. 30-й пункт меню выбирает сканирование цифровых субтонов. Следующий у нас 31 пункт меню. Голосовой скрэмблер. Голосовой скрэмблер, если мы выбираем, это такое своего рода искажение голоса. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тридцать второй пункт меню. Блокировка. Здесь можно в этом пункте меню либо клавиатуру заблокировать, либо клавиатуру и боковые сервисные клавиши, либо все заблокировать, либо клавишу PTT заблокировать, ну и дальше по кругу. Следующий пункт меню 33. Так, DisMD, отображение канала частот, имени канала, либо название. Так, сейчас я покажу. К примеру, перейдем в канальный режим. Так. Тридцать третий. Выбираем. Сейчас стоит frequency, частота. Мы выберем, допустим, канал. И у нас отображается уже вместо частоты канал. Если мы программно через компьютер зайдем и назовем этот канал каким-то именем, то здесь мы ставим MR. И он будет у нас называться каким-то названием другим, которым мы его назовем. Сейчас мы выбрали опять просто частоту. 34 пункт меню. Dual Watch. Что он нам дает? Есть два подпункта On и Off. То есть если у нас будет Off, то, к примеру, если мы включим радио, вот оно что-то там бубнит, там, к примеру, допустим, там, и вам идет вызов, то вы не получите принимаемый сигнал, а радио будет играть, и вы не услышите то, что вам передают. Если активировать данную функцию on, то, к примеру, слушая радио, и вам идет вызов, вы принимаете сигнал по рации,
И после того, как вы перестали принимать, через какое-то время у вас опять включится радио. Вот включилось радио. То есть вы не пропустите вызов. Это у нас был 34-й пункт меню. Следующий, 35-й. 35-й пункт меню. Сброс All, сброс VFO, сброс полный. То есть VFO это все, что вы вносили в ручном режиме, все сбросится. All тоже настройки там сбрасываются, и full полный сброс идет. Лучше это делать, мне кажется, через программу, через компьютер. Тридцать шестой пункт меню. Версия прошивки. Следующий пункт меню. 37-го нету. 38-й пункт меню. 38-й очень интересный пункт меню. RxENC. Это интеллектуальное шумоподавление. То есть как оно работает? В двух словах. Если данная функция отключена, off, то вы принимаете то, что будет передавать ваш абонент с учетом окружающего шума. Если включить данную функцию, скажем так, программно, интеллектуально, лишние шумы будут фильтроваться, и вы будете получать относительно чистый звук, голосовой звук. Сейчас я попробую это продемонстрировать. Так, сейчас вот будем принимать сигнал с элементами посторонних шумов. Вот, и послушаем, как это выглядит без интеллектуального шумоподавителя и с интеллектуальным шумоподавлением. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь получается мы ставим функцию, включаем. Подтверждение. И теперь пробуем с активированным интеллектуальным шумоподавлением. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, еще раз теперь отключаем эту функцию. И еще раз теперь с отключенным. Один, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. То есть, как вы убедились, очень хорошая функция. Может быть, не всегда и везде она будет корректно работать, но посторонние шумы убирает довольно-таки существенно. Ну, время покажет, насколько корректно она работает. Так, это мы дошли до последнего 38-го пункта меню. Так, что еще я хотел дополнить к описанию рации. Если мы хотим, к примеру, добавить частоту, вот, к примеру, мы внесли вручную частоту 434-500. Вот. В разделе VFO, не выходя, нажимаем кнопку F, держим
И как только начинает мигать номер канала, мы добавляем, выбираем любой какой нам нужен номер. Ну, к примеру, допустим, там 10 будет. Или 9, там, ну, неважно, там 10. Вот. Выбрали мы номер канала. Он мигает 10. И нажимаем кнопку решетка радио. Вот. Ой, не успел. Нажали, подержали, выбрали вот 10, мигает, и нажали кнопку радио. Теперь, перейдя в канальный режим, у нас эта частота занесена под номером 10. У нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 8. Ну, дальше идет 10, так как мы сохранили 10. Если мы хотим удалить эту частоту, выбираем номер, нажимаем кнопку F. Так, стоп, мы опять переходим в VFO с этой частотой, нажимаем кнопку F. У нас перескакивает на 11, но мы возвращаемся на 10, мы знаем, что она на 10, и выбираем клавишу звездочка лог. Перейдя в канальный режим, смотрим теперь 10 канал, 3, 4, 5, 6, 7 и дальше 1. То есть 10 частоты у нас нету, мы ее удалили. Таким образом можно вручную добавлять частоты или удалять частоты из списка. Это вводимые в ручном режиме частоты. Дальше, что еще? Ну, опять-таки, самая главная такая вот функция, благодаря которой рации Retevis, ну и не только Retevis, их любят, пользуются спросом, это возможность захвата частоты. Для того, чтобы включить сканер захвата частоты, канал должен быть в режиме VFO. То есть у нас канал А сейчас находится в канальном режиме вот под единичкой. Клавишей радио переключаем в режим VFO. И после этого нажимаем кнопку AB и удерживаем ее. Включился поисковик. Выбираем на рации вот передачу. Отобразилась у нас частота. Вот. Округлять не округляет. Вот как она принимает, так и есть. Кстати, данная рация, чем хороша еще, она может принимать даже те частоты, которые сама не поддерживает. То есть, если у нее, допустим, там вот в разлоченном варианте диапазон частот от 136 до 174, вот, и максимальный предел, допустим, там 480, то сейчас вот попробуем задать. Вот, к примеру, поиск. Вот мы передали 350-500. Но если захват частоты происходит за пределами ее возможностей, она не сохраняет рацию частоту. То есть, еще раз, включили поиск. Захватили частоту 350-500, но она не останется, она исчезнет. Если, к примеру, допустим, мы захватим частоту, которая позволяет эта рация принимать и передавать, поиск, захват, вот у нас высветилось 438.05, то она осталась у нас в активном режиме. И мы можем обратно тоже передать на этой частоте.
Но тем не менее, вы убедились, что можно захватывать даже частоты, которые она не поддерживает. На этом, в принципе, все. Основные функции по меню я рассказал. Если какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я еще раз напомню, что я не профессионал, я аматор. Точно так же мне интересно познавать что-то новое. Если вам есть что рассказать, расскажите или сбросьте ссылку, где можно почерпнуть дополнительной информации. Я понимаю, что в интернете, но тем не менее, может быть, конкретика есть какая-то. Спасибо большое за просмотр. Всем счастливо, мирного неба, всем пока.